Шакал – это уменьшенная версия обычного волка, которого обычный человек с легкостью может спутать с бродячей собакой, если встретить в населенном пункте. В Древнем Египте шакал был одним из особо почитаемых животных. Бог Анубис изображался с головой шакала. Обычного шакала также называют азиатским шакалом или чакалкой. Из-за цвета меха римляне называли его золотым волком. Отсюда и пошло латинское видовое название аурелус. В англоязычном мире его называют золотым шакалом. Ученые стали замечать, что шакалы стали мигрировать на север. И к началу XIX века ареал шакала в Европе достиг Чехии, Словакии, Румынии, Одесской области Украины, охватил Ростовскую и Астраханскую области России. В 2010-е годы шакалы обжились в Белоруссии и в 2017 году были официально включены в список млекопитающих Белоруссии. Известно, что шакалы хорошо приручаются. В 80-х годах ученый Клим Сулимов в рамках исследовательской работы вывел новую породу собак, позже получившую название собака Сулимова. Это была смесь шакала с лайкой. Окончательным названием породы стала шалайка, от слов шакал и лайка. Шуточное название – шабака, от слов шакал и собака. Исследователи предположили, что во время одомашнивания собаки потеряли часть своей способности к распознаванию запахов, потому что им больше не нужно было обнаруживать добычу. Именно поэтому сейчас эта порода собак компании «Аэрофлот» в подмосковном аэропорту Шереметьево используется для досмотра багажа на предмет возможного обнаружения взрывчатых веществ. Шакалы, как правило, боятся людей и близко не подходят к жилищам. Их присутствие может выдать только характерный шакалий вой, который напоминает волчий. Обычно шакалы на людей не бросаются. А основными причинами такого агрессивного поведения чаще всего становятся сильный голод или же заболевание бешенством. На востоке Индии с 1998 по 2005 год было зарегистрировано 220 случаев нападения шакалов на людей, хотя ни один из них не был смертельным. Большинство этих нападений произошло в деревнях, за которыми находились леса и сельскохозяйственные поля. В Кыргызстане в 2016 году сообщалось, что жители села Мамаджан Ошской области по вечерам боялись выходить на улицу, дети перестали ходить в школу пешком. Шакалы нападали на людей, раскапывали свежие могилы и поедали трупы, а кости разбрасывали по округе. Контакт с мертвечиной повышал вероятность возникновения различных вспышек болезней, включая бешенство. В январе 2020 года в том же Кыргызстане голод толкал шакалов на набеги на домашних животных. Для отлова и убийства шакалов охотники стали использовать местную охотничью породу собак тайган. Этих собак люди издавна привлекали для охоты на различных животных, как лиса, барсук и даже для охоты на волка. Собака также может использоваться для совместной охоты с беркутом. В условиях пандемии коронавируса в Израиле участились нападения шакалов на людей. По словам ведущего израильского эколога, шакалы все чаще контактируют с людьми из-за увеличения количества мусора, которым они могут питаться, особенно пища, оставленная для уличных кошек, а также малая активность человека. В условиях ограниченного количества пищи в дикой природе животные научились побираться объедками, оставленными людьми, которые либо намеренно выбрасывались людьми, желающими помочь уличным кошкам, либо хранились в открытых мусорных баках, городских свалках и мусорках. Подобрать бутерброд, печенье, нектарин проще, чем гоняться за мышью, сказал Долев, доктор экологии. В то время как шакалы обычно не беспокоят людей, но даже не бешеные могут нападать на людей, в том числе, чтобы выхватить пищу у ребенка. Они также могут атаковать и передавать бешенство домашним кошкам и собакам. Шакалы в Израиле настолько обнаглели, что стали заходить в офисные здания. Один мужчина в феврале 2021 года сообщил местным СМИ о том, как он сидел в своем офисе со своим напарником, когда к ним спокойно зашел шакал, укусил в ногу, а после убежал, когда его начали прогонять. На другом хорошо распространенном ролике видно мужчину, который шел по складу под открытым небом, где также видно группу людей, занимающихся погрузкой товара. Неожиданно появился шакал и со стороны напал на мужчину, укусил его за ногу, а после убежал. Поскольку животные не были пойманы, осталось неясно, был ли это один и тот же шакал или несколько, были ли эти животными бешеными. Все пострадавшие были доставлены в хорошем состоянии в городскую больницу, где в качестве меры предосторожности им сделали прививку от бешенства. Люди часто не осознают, что оставляя кошкам еду,
Они способствуют большему размножению и приносят в мир больше бездомных кошек. Пища, которую не едят кошки, привлекает шакалов. Мы все любим животных. Возьмите на себя ответственность за любимое животное и перестаньте оставлять еду на улице. Это вредит уличным и домашним животным и в конце концов может нанести вред и нам, сказал Долли. На этом все о шакалах. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.